Моя тема — вегетативная нервная система, ее строение и функции. Вегетативная нервная система, или ВНС, представляет собой автономную часть, отвечающую за работу абсолютно всех внутренних органов человека. Адекватный метаболизм, кровообращение и адаптацию к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Вот снизу приведена картинка, собственно, вегетативной нервной системы. Строение вегетативной нервной системы. Центральная часть системы представлена ядрами некоторых пар черепно-мозговых нервов, которые залегают в толще тканей головного и спинного мозга. В среднем мозге залегают центры, отвечающие за диаметр зрачка, работу глаза. В нервной ткани продолговатого мозгового и крестцовом сегменте спинного мозга есть волокна, отвечающие за работу желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и других органов. Особое место в центральном отделе занимает гипоталамус и лимбическая структура. Первый имеет три группы ядер. Отвечает за работу всех желез внутренней и внешней секреции. Регулирует акт дыхания, тонус артерий и вен. Лимбическая структура участвует в поведенческих реакциях, и с помощью нее человек способен составлять планы, видеть сны и может бодрствовать в течение дня. Периферический отдел состоит из вегетативных нервов, сплетений, окончаний симпатического ствола и парасимпатических ганглиев. Первые три части доводят электрический импульс до необходимой цели, то есть до определенного участка тела органа и так далее. Следующие две части входят в два принципиально разных, но очень важных отдела вегетативной нервной системы – парасимпатический и симпатический. Парасимпатическая вегетативная нервная система передает свои импульсы благодаря выработке особого медиатора ацетилхолина. Состоит из длинных пресинаптических и коротких постсинаптических волокон. Она не иннервирует головной мозг, гладкомышечную стенку кровеносных сосудов, за исключением некоторых органов, скелетную мускулатуру и практически все органы чувств. Данный отдел отвечает за выделение слюны в ротовую полость, снижение сердечного ритма и показатели артериального давления, обеспечивает бронхоспазм, перистальтику тонкого и толстого кишечника и другие необходимые функции. Симпатическая вегетативная нервная система состоит из симпатических цепочек, ганглий, соединенных нервными волокнами и располагающихся по обе стороны от позвоночника, а также чревного сплетения и брыжеечных узлов. В передаче нервных импульсов участвуют гормоны надпочечников, адреналин и норадреналин, поэтому активизируются в стрессовых ситуациях. Ну вот, это строение и области иннервации парасимпатической части вегетативной нервной системы. А здесь представлено строение области иннервации симпатической части вегетативной нервной системы. Функции вегетативной нервной системы. Деятельность всех органов и систем постоянно находится под влиянием иннервации симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы. В случаях функционального преобладания одной из них наблюдаются симптомы повышенной возбудимости. Симпатикотония в случае преобладания симпатической части и ваготония в случае преобладания парасимпатической. Основной принцип вегетативной регуляции – рефлекторный. Афферентное звено рефлекса начинается с разнообразных интерорецепторов, расположенных во всех органах. От интерорецепторов по специализированным вегетативным волокнам или смешанным периферическим нервам афферентные импульсы достигают первичных сегментарных центров, спинальных или стволовых. От них к органам направляются эфферентные волокна. В отличие от соматического спинального мотонейрона, вегетативные сегментарные эфферентные пути двухнейронны. Волокна от клеток боковых рогов прерываются в узлах. И уже постанглионарный нейрон достигает органа. Существует несколько видов рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. Вегетативные сегментарные рефлексы, аксон-рефлексы, дуга которых замыкается вне спинного мозга, в пределах разветвления одного нерва, характерны такие для сосудистых реакций. Известны висцеральные рефлексы, например, сердечно-легочные, висцерокутанные, которые, в частности, обуславливают появление участков кожной гиперстезии при заболеваниях внутренних органов, а также кожно-висцеральные рефлексы, на стимуляции которых основаны тепловые процедуры и рефлексотерапия. Ну вот здесь представлена небольшая таблица, то есть вот иннервируемый орган, действие симпатических нервов и действие парасимпатических нервов. Я не буду ее полностью читать, с ней можно ознакомиться. Спасибо за внимание.